Всем доброе утро. Сегодня рассмотрим основные ошибки новичков и почему у них в основном минуса. Вместо того, чтобы зарабатывать, многие просто теряют. Давайте рассмотрим биткоин. Есть на каждом таймфреймах свои нюансы. 1 минута, 15 минут, 4 часа, 12 часов тоже рекомендую установить. 1 день и неделя. Если мы посмотрим, чем старше таймфрейм, тем больше информации мы можем увидеть. 4 часа, неделя. Вот мы видим АТХ монеты 12 апреля 64 тысячи, и через несколько месяцев тоже АТХ монеты 69 900 даже было, 69 329 максимум. Для того, чтобы начать понимать, вот, что здесь происходит, необходимо вам начать изучать материал. Есть определенные книги, эти книги мы постоянно советуем, и поставить себе цель первой — научиться. Второй момент. Биткоин. В основном новички не понимают, что из-за биткоина весь рынок криптовалют может упасть. То есть, если криптовалюта биткоин, не дай бог, упадет на 5%, как вы видели недавно его падение, то высока вероятность, что большинство криптовалют также пойдет вниз. Я записывал специальное видео на YouTube-канале недавно, и там все описывал, как криптовалюты упали в цене вслед за биткоином. Поэтому для того, чтобы понимать вообще любой график по альткоинам, да, необходимо изучить график биткоина и его волатильность. Вы должны чертить линии тренда, нисходящий это канал, восходящий ли это канал. С этого нужно начинать анализ. И также я понимаю, что если рассмотреть 1 минуту, то у нас за буквально 8 декабря 6:59 цена на биткоин поднялась всего лишь на 0,6% за 20 минут. И я понимаю, что новичкам такие проценты вообще очень мало. Хотя трейдеры, большинство трейдеров, если к депозиту делают от 1% в день, это считается уже хорошо. Вы, конечно же, смотрите на большой рост криптовалют. Допустим, на сегодняшний момент растет криптовалюта. Она торгуется, кстати, на нескольких криптобиржах. И вот если посмотреть, также там разрез 6 часов, уже цена выросла на 4,46. И тут начинаются ваши все проблемы. Если эта криптовалюта есть на фьючерсах, а она у нас есть на фьючерсах и на Binance, и на OKEX, ну, допустим, и тут вы начинаете включать жадность и использовать большие кредитные плечи. Эти кредитные плечи вы используете необдуманно. И что это значит? Вот, не соблюдаете риски. Вот, допустим, криптовалюта за 2 или за 1 минуту, давайте посмотрим, 2 минуты выросла на 0,91%. Вы используете плечо, допустим, 10, плечо 10, что, если вы, в принципе, понимаете график, не является большим. 0,91% вы должны умножить на 10 и получить 9% в итоге волатильность. Да? То есть, если криптовалюта отсюда до сюда выросла на 0,9 и у вас плечо 10, то вы получаете уже 9%. Если вы отсюда лонговали, да, зеленую кнопочку нажали, зашли в лонг, то вы заработали с маржи, которую вы используете. Обычно вы используете большую маржу. Ну, допустим, возьмем $10. То 10 мы умножаем на 9,1% и получается 1%. Получается у нас доход 0,91 доллар из 10 маржи. Но если вы заходите на больше, чем $10, естественно, вы тогда получаете больше прибыли. То есть здесь у вас будет уже 9,1 доллара. Понятно, да? Но также есть и риски. Если цена, вы в лонге, допустим, здесь зашли в лонг, а цена, наоборот, пошла вниз на 1%, то в таком случае при той же математике из 100 на 9,1 у вас будет минус 9,1 доллара. И это, в принципе, один всего лишь процент. Если вы зашли здесь на вот в лонг, да, зеленая кнопочка, думаете, что будет расти, а он наоборот падает. Тут минус 3,44%. То есть у нас волатильность, мы вот не закрыли, вот это все, это 3,44%.
то мы должны умножить на свое плечо. И получим соответствующее 34,4%. То есть криптовалюта упала на 3,44%. Вы используете плечо x10, умножаете и получаете 34,4%. То есть, если бы вы сейчас на данный момент зашли в лонг на $100, то вы уже должны умножить на 34,4%. Но у вас на фьючерсах понятно все показывает. Но может многие не понимают, как это строится. И поэтому я вам рассказываю. То у вас был бы минус $34,4. На круглых цифрах все понятно. То есть вы здесь зашли в лонг и получили в итоге минус. Это на самом деле большие потери. И вовремя, если вы не выходите с этой ситуации, то это на минуте все происходит. Если вы не выходите с этой ситуации, если мы нажмем более старший таймфрейм, то вот у нас, допустим, та же самая ситуация. Вы здесь зашли в лонг и не вышли вовремя, то в итоге вы держите. Тут у нас еще обвал идет, и у нас минус 64,82%. Криптовалюта упала без каких-либо плеч на такие проценты. Что это значит для вашего бюджета? Это значит, допустим, 64% упала стоимость этой валюты. Вы зашли в лонг, а он упал вниз, цена упала вниз. Позиция лонг на фьючерсах. У вас 10x плечо. Мы 64 умножаем на 10 и получаем 640%. Из $100 мы должны получить в итоге минус где-то, да, 640%, $640. То есть на данный момент у вас минус $640, если вы зашли здесь в лонг, не вышли вовремя и держите до последнего, то есть из вложенных $100 маржи у вас уже минус $640. А теперь представьте, если вы зашли на $1000, тогда у вас здесь уже минус $6400, при плече всего лишь 10. Теперь представьте, что вы зашли здесь не на 10 плече, а на 50 плече. То есть мы эту сумму 64 теперь умножаем на 50. И получаем сумму 3200% минус. И итого мы получаем, если умножим, допустим, 100 маржу, да, тут 1000 мы делали пример, 100 маржу, вы в итоге получаете минус $3200. Если вы здесь зашли не на $100 маржи, а на 1000, у вас здесь уже будет сумма 32 тысячи. Понятно, что, классно, если бы это был плюс. Но такая ситуация, что вы берете большие кредитные плечи, не понимая графиков. Здесь вы выходите в каком-то минусе, и вы не можете уже выйти с минимальными потерями, потому что у вас такое ощущение, что вот сейчас вот поднимется, и вы сейчас выйдете хотя бы в безубыток, да? Но этого не случается в основном, в большинстве случаев, и цена идет вниз, вы уже тут не можете отдать $2000, когда у вас минус, и вас тащит как бы постоянно вниз. Вот здесь вот вы надеетесь, вот сейчас вот все развернется, но нет, тут что-то случается как раз. Вот здесь у нас биткоин пошел вниз на несколько десятков процентов, а криптовалюта отреагировала в 2 раза больше. То есть, иными словами, что если вы не любите торговать на биткоине и не смотрите на биткоин, на его график, видите, вот график биткоина, вот как раз, видите, линия, вот это линия падения, свечи падения, то есть криптовалюта биткоин упала на 27%, а XTZ упала на 45% отсюда. И вы, получается, рискуете большим количеством депозита, не можете перезайти, допустим, как переобуться в шорт, и держите до последнего, пока у вас не будет ликвидации на фьючерсах. Потому что если
вы торгуете с большой маржой, с большими плечами, и не думаю, что вы бы отдали 32 тысячи. То есть у вас подстраховка на кроссе была бы там $1000, $2000. Может, вы там докинули еще $5000, но все, чем дальше, тем больше усугубляется и усугубляется. Поэтому для новичков правило должно быть, чтобы соблюдать риски. Это значит, что если вы смотрите на график, вы видите там среднескользящую, вы видите глобальную ситуацию, что цена там за несколько дней, вот дневной график открываем, мы видим, что с момента там 21 июля все это криптовалюта росла и выросла на 325%, можно было заработать. И вы видите вот эти коррекционные такие движения вниз, которые не маленькие. То есть вот одно из таких движений это минус 43%. То есть без плечей, если вы зашли на $1000, то мы уже отдали бы минус $430. Если вы на фьючерсах влезли в x10, x50, то, естественно, умножаем вот эту сумму на ваше плечо, на вашу маржу, и в итоге мы получаем, либо вы заработали, здесь в шорте были, либо это все ваши потери, вы ждете подъема. Да? В этой ситуации, если вы зашли в лонг, то через некоторое время, как вы видите, цена еще поднялась несколько раз и даже выше. И здесь вы даже смогли заработать даже 50%, и вам повезло, то если вы здесь уже зашли, как вы видите, цена до сих пор не восстановилась. Поэтому надо изучать вам паттерны, вам нужно изучать японские свечи, вам нужно анализировать график и торговать с минимальной маржой для того, чтобы и минимальными плечами, а вообще лучше на споте, потому что на споте вас никогда не ликвидирует ваш депозит. Вы можете быть в просадке, но вы можете оставить на год эту криптовалюту или два, и потом, когда она вырастет, уже получить либо без убыток, либо плюс. Поэтому всегда соблюдайте риски, анализируйте биткоин, читайте книги, не используйте большие плечи в начале, когда вы не понимаете графиков и ваше желание заработать, нужно преодолеть его, поскольку вы можете здесь хорошо зайти, заработать $1000, здесь заработать 2000, тут заработать все, вот то, что я говорил, там 32 тысячи, вы за это весь рост заработали 32 тысячи, и вам хватит всего лишь одного ордера в $1000 и там 50x, чтобы через несколько дней это все 32 тысячи слить в минус. Поэтому соблюдайте риски, ставьте всегда стоп, если у вас уже вы видите, что цена ушла вниз, то лучше отдать минимальное количество денег и перезайти, допустим, в шорт. Но опять-таки, это все день. Если рассмотреть 1 минуту, то здесь вы увидите практически такую же волатильность, которую мы видели на графиках визуально. Но, как вы видите, здесь мы зашли в лонг, здесь мы не вышли, цена вернулась в исходное состояние, вы ничего не заработали. Как найти золотую, скажем так, середину или лучший вход, вы должны только путем опыта и личной торговли найти свое видение графиков и торговать, вот, найти свой способ торговли. Потому что каждый человек по-разному видит, и нельзя сказать, что этот человек правильно делает, этот человек неправильно делает. Вот, поэтому любые там, сигналы или прогнозы для тех, кто использует большие плечи, они не принесут никакой пользы, потому что в основном человек, который заходит на x50, здесь только цена пошла вниз на немного, и у него уже минус 100% от его депозита. То есть при x100, это 1%, допустим, x100, мы получаем минус 100%. То есть из $1000, которые он все тут вложил, только цена пошла на 1% вниз, он уже минус видит $1000. А если на 2% вниз, то он уже $2000 видит минуса. И вот это психологическое давление, что как я же хотел там заработать, и человек не выдерживает. Посмотрите, как торгуют люди, которые используют ордера больше $100 000, $1 000 000. У них всех есть просадки там в 20-40 тысяч долларов из миллиона, это в принципе немного, небольшое, но они понимают тренд, они понимают, что цена еще поднимется и, конечно же, соблюдают риски, потому что вдруг, если цена пошла не туда, то они, конечно же, закрывают с убытками там в 50 тысяч или 100 тысяч. И они соблюдают это соотношение. Одна криптовалюта им дала $500 000, другая криптовалюта им дала, к сожалению, минус 50. Они закрывают минусовые сделки, минус 50 тысяч, и как бы мониторят ту криптовалюту, которая дала $500 000. И там уже у нас прибыль, даже если со стопом мы поставим, будет примерно 450 с убыточной сделкой, 450 тысяч, и все. Люди так зарабатывают, и PNL у них идеальный. Некоторые, вот на примере одного кита, за которым я ну, писал, наблюдал, у него было по AXS очень большой минус, минус 600 тысяч. И он из него вышел через, по-моему, 4 месяца. То есть он его не трогал, и потом, когда цены на все криптовалюты скорректировались, он вышел в плюс, и все.
заработал человек. Но он не закрывал убыточную сделку месяцами. Но вы должны понимать тогда в таком случае риски, связанные с этим. Это риск финансирования. Это первое, что вы будете отдавать деньги за то, что у вас открытый ордер. И ежедневно, там, в течение дня у вас снимается, если вы лонгуете, у вас снимается комиссия. Если вы, ну, каждая комиссия на каждой крипте она меняется. То лонгисты платят, то шортисты платят. То есть вы можете еще заработать на криптовалюте, да, на комиссии. Но в основном это такая замануха, лучше тише едешь, дальше будешь. Вот что я вам хотел сказать. Видео получилось длинное, но, надеюсь, полезное. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Внизу под видео в описании будет ссылки на телеграм-канал. Заходите к нам. Также подписывайтесь и комментируйте, что так, что не так. Всем удачной торговли, всем профита и всем пока.